Всем добрый вечер, друзья мои. Сегодня я вам хочу подарить уникальный ритуал, который я нашла в архивах, но попросила человека, который, скажем, ведет латынь, языковеда, лингвиста, перевести мне и объяснить, и правильно разложить это все. Но насколько он мне сказал, что это более старая латынь, немного видоизмененная уже давно. Но в любом случае это очень сильное заклинание. И, собственно, он мне перевел это заклинание. Как ни странно, заклинание языческое и, видимо, корнями уходит в Римскую империю. Если помните, я обещала продолжить серию заговоры и ритуалы великих людей, найденных мной в различных источниках. И если помните, я вам давала заклинания Хюррем и прочие, которые многим-многим помогли. Дорогие друзья, это заклинание вечной молодости одной замечательной женщины, у которой была реально вечная молодость. Эта женщина была эталоном красоты, ее изображали везде и всюду. И основное количество средневековых изображений богини Дианы – это она и есть. То есть позировала она, натурщица есть она, в различном возрасте. Вот это замечательное лицо этой красивой женщины перед вами в античном таком варианте, в античных одеяниях и в греческой повязке. И кто же эта таинственная дама? Это Диана де Пуатье, любовница Генриха II, единственная его любовь, самый близкий человек, теневой правитель Франции во время правления Генриха II, незаменимая фаворитка, старше него на 20 лет. Я хочу немного вам рассказать историю Дианы де Пуатье и Генриха II, и их просто неземной любви, потому что это действительно была неземная любовь. Когда король Франциск проиграл испанскому королю, то для того, чтобы его освободили, он должен был отдать своих двоих детей. Старшего сына и младшего сына. Их провожали со слезами в Испанию, целовали, обнимали, и все обращали внимание на дофина, то есть наследника престола, старшего сына, а на младшего никто не смотрел. Младший Генрих стоял, ему было тогда лет 8, насколько история говорит. Так вот, все обнимали и целовали старшего сына, а на младшего никто не смотрел. И тогда Диана, которая на тот момент было 25 с чем-то лет, подошла к нему, обняла, поцеловала и сказала: «Ты должен быть сильным, мы будем ждать тебя, и я буду ждать тебя». И, собственно, детей забрали. Они там были в плену больше 4 лет, и все собирали огромный выкуп для того, чтобы выкупить их из плена. И Диана вместе со своим мужем были в рядах тех, кто помогал собирать золото. Муж Дианы был старше нее почти на 40 лет. Она уважала своего мужа, не любила, но уважала. И у них были замечательные отношения. У них было 2 детей. После смерти своего мужа она стала богатой вдовой. И что самое интересное, она вела свой род от римской аристократии и была намного, скажем так,
благороднее, чем даже династия Валуа. Детей удалось выкупить через 4 года из плена. На тот момент Диане было уже 30 с чем-то, ближе к 30. И король Франциск попросил ее, сказал: мадам, этот проклятый плен, мой Генрих разучился улыбаться. И попросил флиртовать с ним, поговорить с ним, проводить с ним время, чтобы ребенок забыл этот плен и эти ужасы. Что Диана и сделала. Генрих влюбился в нее без памяти. Хочу вам сказать, чтобы вы поняли, в те времена, в те годы 30-летняя женщина считалась уже таким, знаете, человеком среднего возраста. Это уже большой такой срок, это уже нормальный такой возраст. И никто не предполагал, что у них начнется любовь. В 17 лет Генрих женился на Екатерине Медичи, которую называли купчихой, называли дочерью смерти, потому что после ее рождения умерла мать, через некоторое время отец, она была сиротой, она была очень некрасивая, полненькая, с жуткими чертами лица. Муж ее называл жабой. Франциск, ее свекор, пожалел, что взял ее как сноху домой, потому как после смерти римского папы она осталась совершенно без приданого. Потом она была бездетна, водила дружбу с Нострадамусом, со всякими ведьмами, колдунами, пытаясь всякими методами зачать ребенка. И Диана де Пуатье стала официальной любовницей Генриха II. Он даже придумал такой логотип, где буква Диана и Генрих сливаются воедино. Подарил он ей замки, особенно из-за того, что как раз совпало со смертью ее мужа, она стала вдовой. Дарил он самые дорогие бриллианты, дарил он ей очень много поместья и прочее, прочее. Эта женщина руководила всем. Она была очень грамотна, очень умна. Он с ней советовался. И для того, чтобы понять, почему у них такая любовь, она, в принципе, уже 40 с чем-то лет ей было, а Генриху 17-18 лет. Для того, чтобы понять, какие у них отношения, насколько близкие, Екатерина Медичи приказала просверлить дыру, значит, в их спальню. И, увидев это безумство короля с Дианой, не выходила потом из своих покоев много дней. Она была очень оскорблена тем, что ее муж с ней не творит такие безумства, как с этой уже великовозрастной женщиной. Дорогие друзья, по тем меркам Диана была очень красивая. У нее была маленькая грудь, и из этих ее всех изображений видно. Очень красивая фигура, длинные пальцы, маленький нос, большие глаза. В общем, черты идеальны. Но самое поразительное, что она была молода. Она просто не старела. Если бы у нее не было такого высокого положения, ее бы давно обвинили в колдовстве, собственно говоря, и сожгли бы на костре. Многие говорили, что она водит дружбу с Нострадамусом, это правда. Некоторые алхимики, скажем, ей рекомендовали пить растворенное золото с какими-то ингредиентами, мол, это продлевает молодость. Кстати говоря, это совсем не продлевало ее молодость, никак не помогало ей продлению молодости. Наоборот, это рано ее убило. Потому что она, когда к 50 начала прислушиваться к таким вот глупым советам, что ее сгубило рано. Но до этого ее молодость сохранялась поразительно без изменений. Как она выглядела в 20 лет, так она выглядела в 40 лет, так она выглядела в 50 лет, так она выглядела почти в 66 лет. В ее костях просто нашли огромное количество содержания золота. К сожалению, ее гроб открыли, и думая, что там драгоценности, после чего ее прекрасные локоны и тело, которое сохранилось
практически в том состоянии, в котором было. Локоны срезали и украли. Вот люди способны на такие кощунства. Похоронили в общей могиле. Через некоторое время ее распознали и перезахоронили в фамильной усыпальнице. Диана де Пуатье. Однажды, когда Екатерина Медичи читала книгу, она спросила: что вы читаете? Та ответила ей: я читаю историю Франции. Здесь написано, что во все времена шлюхи управляли королями. Вот когда Медичи хотели выгнать, тут пришла на помощь Диана. И она ходатайствовала за то, чтобы Екатерина осталась его женой. Она помогла ей все-таки родить. Она ей привела знаменитых врачей, познакомила как раз в это время с Нострадамусом. И она родила друг за другом 10 детей, и 7 из них выжили. Все дети отдавались на воспитание Диане. Король считал, что лучше нее никто не воспитает этих детей. Вы понимаете состояние Екатерины, в каком она положении была? Она жутко боялась за жизнь короля, и что-то какие-то предчувствия ее вечно мучили. Почему Диана заступилась за нее? Почему она не позволила выгнать жабу, как ее называл Генрих? А потому что всегда приятнее, когда твоя соперница жаба, знаете ли, а ты красавица. И ты понимаешь, что твоя позиция, она всегда непоколебима. А если бы Генрих привел более красивую молодую женщину, она это понимала. У нее были далеко идущие планы, и она была далеко не глупа. И своим положением Екатерина Медичи обязана Диане. Ради справедливости стоит сказать, что великая отравительница не отравила Диану. Только ее подозревали в том, что она отравила дофина, то есть старшего сына короля, и поэтому дофином, именно наследником престола, стал Генрих. Хотя ему ничего не предвещало, что он будет королем. И когда не стало Генриха, и Диана де Пуатье, и Екатерина Медичи до конца жизни носили траур, скорбили по нему. Но Екатерина не стала устраивать гонения на Диану. Она просто ее отпустила, отдав все сокровища, все земли, все замки, которые муж ей подарил. Она просто запретила ей жить во дворце. Вот и все. То есть, невзирая на то, что про нее говорят, что она была там очень злая, и даже их называли, этих двух женщин, Луна и Змея. Почему Луна? Потому что Диана носила вот такой рог Луны. Не зря она позировала, ведь Артемида, Диана, она еще считалась сестрой Аполлона, лунной богиней. Она все время носила вот эту лунную рожку. Но не только из-за этого, дорогие друзья, потому что это определенный символ плодовитости, изобилия и молодости, которые она использовала в той магии, которым все-таки занималась. Потому что не зря подозревали всех людей, удачливых, которые очень быстро добились успеха, которые имели большое влияние над королями и властимущими, которые сохраняли свою молодость и красоту. Кстати, Хюррем тоже до самой смерти была очень молода. Она не была красавицей, но она всегда молодо выглядела, свежая. У нее был просто девичий стан, и об этом писали многие. То же самое можно сказать и про Кюсем, и про многих других великих женщин, которые до старости сохраняли свою красоту. И их подозревали в сделке с дьяволом и прочее, прочее. Так вот, слуга описывает, что Диана пила каждое утро и перед сном талую воду. А талая вода, я вам уже рассказывала, что это охлажденная вода, собственно говоря. И охлажденная вода, она сохраняет особую силу. Она концентрирует всю силу, мощь воды в себе. Поэтому, мазали лед на кожу, то есть протирали льдом лицо. Многие великие женщины, желая продлить молодость, поэтому пили талую воду и вообще пьют талую воду, если хотят похудеть и прочее.
Когда все-таки у нее допытывали секрет красоты, она сказала: я просто утром принимаю холодный душ, скачу на лошади, потом ложусь немного, сплю. И самое главное, сказала она, я не допускаю дурных мыслей. Я очищаю голову от плохих мыслей, и они меня не мучают и не старят. Все время избегала, и ей не нравились вопросы насчет ее вечной молодости. Так вот, вот в этих архивах, где слуга говорит о том, чем пользовалась Диана де Пуатье, собственно говоря, отправляет донос Екатерина Медичи. И удивительно, что Медичи это не использовала против Дианы, а могла бы, потому что это явное колдовство. Наверное, по той причине, что она сама пользовалась этим всем. И я вам давала и ее ритуал «Победа над врагами» Екатерины Медичи. И там тоже латинский язык, на латине. И, наверное, просто, знаете, как говорят, не хочешь, чтобы твои грехи озвучили, не озвучь чужие. Вот они создали взаимовыгодный союз. И вот в этих донесениях, в этих письмах, собственно говоря, это было написано. И в этих архивах, мало кто обращает на это внимание, больше историки нацелены на то, что там они, как они жили, какую политику вели, чего добивались, кто был главнее, первее и так далее. И мало обращают внимание на всякие дамские штучки, церемонии и прочее, прочее. Но не все. Те, которые ведьмы, не обращают внимания на это все, будучи историками. Я хочу вам передать слово в слово, что было в донесениях Екатерины Медичи о молодости, вечной молодости Дианы де Пуатье. Слуга говорит, что каждое утро и перед сном она пьет талую воду, половину пьет, половиной умывает лицо. И зажигает красную свечу с определенным символом. А теперь смотрите. Этот символ до конца мной не разгадан, если честно. Единственное, могу сказать, серп Луны, это лунное божество. Вот эта часть вечной молодости, это во многих символах есть. Но это зеркало Венеры, скорее всего, но почему-то еще есть и стрела Марса. То есть оно соединено. Может быть, этот символ усиливал просто ее женские чары, потому что этот ритуал – призыв к определенным силам вечной молодости и вечного очарования. Естественно, что не только в этом состоял секрет молодости Дианы де Пуатье, а еще и в том, что она хорошо питалась, что она была богатая женщина, могла себе позволить, скажем так, отдыхать, могла себе позволить скакать на лошади, могла себе позволить личных врачей, прочее, прочее, и, как сейчас говорят, диетологов того времени, да и вообще. Но откуда к ней попал вот этот заговор на латине, неизвестно. Предполагают, что, опять же, тут помешан Нострадамус. Замешан, помешан. Да, он помешан был на магии, но здесь замешан. Но в любом случае, как бы оно ни было, я хочу вам подарить этот ритуал. Я дополнила, потому что до конца это непонятно. Итак, каждое утро сначала нужно нанести на красную свечу вот этот символ. После зажигать эту свечу, охлажденную воду, то есть талую воду, которую вы должны подготовить заранее и хранить в холодильнике. Начитывать на эту воду. Я решила, что лучше начитать 7 раз. Половину выпить, а половиной умыть лицо. И ждать, пока высохнет. А потом уже наносить свою косметику и прочее, прочее. И перед сном. И посмотрите, какой будет эффект. По крайней мере, я вам хочу сказать, что вот, скажем так, проблемы с кожей, небольшие проблемы, у меня не было таких больших проблем, но иногда бывало из-за сухости воды, то есть из-за воды сухость становилась. Оно исчезло.
Многие секреты тайны, которыми пользовались ведьмы и великие женщины, и которые вызывали подозрения, недопонимание, сегодня вам становятся доступны благодаря моим работам. Пользуйтесь. И еще раз посмотрите на это красивое личико. Вот она. Это она позировала. Натурщица была она. Практически все средневековые того времени, скажем так, статуи Дианы, а с этих статуй, собственно, и писались остальные картины и статуи, это в основном Диана де Пуатье. Итак, дорогие друзья, начнем. Я вам еще дам определенные работы, которыми она подчиняла Генриха II, но это позже. А пока давайте вечную молодость Дианы проведем. Итак, зажигайте, 7 раз читайте над водой, половину пить, половиной умыть лицо и подождать, чтобы высохло. Утром и вечером, то есть перед сном. Когда вы начитали, нужно погасить свечу и оставить. То есть эта свеча должна быть потрачена вами, до последнего. Вот когда вы уже начитали на эту свечу, она закончилась, все. 3 дня отдыхайте. И снова. Несколько месяцев попробуйте это сделать. Эффект вы увидите сами. Как и, впрочем, от других моих работ. Итак. Огонь усиливает, она активизирует просто вот этот символ. Veni virtute, pulcri tudinis, isventai robure, septem dea, benedicie aquae, aqua dare mi, puere, aeternem, pulcritudo meo, eternum guam dium, eternum. Utsit. Veni virtute, pulcritudinis, iuventai robore, septem dea, benedicite, извиняюсь, слова не знакомы. Aqua dare mi, puere aeternem, pulcritudo meo, eternum guam dium, eternum utsit. Дело в том, что латинский язык, то есть латиница, она перетерпела очень много изменений, поэтому очень может быть, что он напомнит какое-то наречие европейских языков, но, скажем так, далекое напоминание. Это более старинные, более древние произношения. Но я думаю, кто знает языки, тот может очень даже понять, о чем речь. Veni virtute, pulcritudinis, iuventai robore, septem dea, benedicite, aquae, aqua dare mie, puere aeternem, pulcritudo meo, eternum, guam dium eternum, utsit. После, как я уже сказала, половину пить, половиной умыть лицо. Свечу нужно погасить косильником желательно или пальцами, но не дуть. И спрятать для следующего ритуала. Вам статуя Артемиды Дианы незачем, потому что она одинокая. И это может грозить одиночеством обычному человеку. Вот почему обычным людям не рекомендую Диану держать дома. Именно богиню Диану. А натурщицей Дианы была та самая Диана де Пуатье. Пользуйтесь во благо. И пусть ваша молодость тоже продлится вечно.